Друзья мои, привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что присоединились сегодня ко мне. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковка сумки. Распаковка будет... Нет, обзор, наверное, мой, мнение мое будет в двух частях. Распаковку я уже сделала. Сумку я уже хожу целую неделю, поэтому смогу вам побольше рассказать, как я чувствую, что я чувствую, какие нюансы, которые мне нравятся или не нравятся. Поэтому давайте начнем, наверное, с распаковки. Ну что, к нам пришла очередная сумка DHL Express. Положил мне он, как обычно, ее около дома. И мы с вами открываем. С этой сумки все началось так. Опа. Все мое желание купить все мои новые сумки. Очень большая коробка, видите, она полностью на весь стул помещается. Я здесь сижу у нас на веранде. Здесь, как обычно, нарисована какая. У меня номер 12, номер 12, наверное, это произносится. И, как обычно, такая вот красивая белая коробочка. Вы знаете, коробка выглядит, как будто бы в ней свадебное платье. Вот такая вот прям. Она громоздкая коробка, она где-то как, не знаю, 2 коробки для сапогов. Ну нет, ну не такая прям большая, но очень большая. Что сказала? Так, открывай. У нас здесь, как всегда, все завернуто в бумажки. Флаер. Ну и карточка просто здесь у нас... здесь у нас рассказывается, как этой сумкой пользоваться. В прошлой моей сумке этого не было, поэтому очень приятно, что в этой есть. И здесь у нас бумажечка и наклеечка. И у нас бумажечка. И, как всегда, пыльник. В этот раз она не идет в пыльнике, пыльник просто сверху. Кстати, в этот раз есть это пупырышечная упаковка. В прошлый раз ее тоже не было. Как всегда у нас этот пыльник очень-очень хороший, плотный, сделан из хлопка, из такого фланелевого хлопка. И он, конечно же, большой для того, чтобы, в принципе, вся сумка в нее помещалась. Он такой, прям большой-большой. Ну, как надо, правильно? Чего я удивляюсь-то? Я не удивляюсь, но просто я, как сказать, удивлена, что он большой, но он должен быть большой. И та-дам! Вау! Какая ты красивая! Вау! Это тоже цвет, что я заказывала свою маленькую Полен. Я решила оставить этот цвет, как сказать, усыновить его себе, потому что я думаю, что этот цвет очень мне подходит. Слушайте, она красивая. Она выглядит шик. Просто шик. Вау. Она выглядит не маленькой. Я ее думала, что я заказывала большую, и она большая. Вау, шик, ребята. Это просто шик. Красота. Мне очень-очень нравится. Знаете что, давайте я сделаю это на камеру. Обычно я делаю это off the camera, потому что я не люблю, когда эти бумаги шуршат. Но можно сейчас на камеру сделать. Почему бы нет, правда? Так, единственное, что, наверное, ручки нужно разрезать. Так, где мои ножницы? Значит, у нас есть маленькая ручка и длинная ручка. Давайте мы откроем. Здесь у нас тоже бумажка. Куча бумаги, если честно. Там большая куча. Вы знаете, что за этот вес, за пересылку, берут деньги. И внутри у нас есть такой маленький пауч, куда можно складывать кошелек, телефон. Очень приятно, что есть такой пауч. Здесь у нас бирочка. Ну вот и, в принципе, это то, что у нас есть внутри. Изнутри она сделана такого белый материал. Это кожезаменитель, насколько я знаю. Файбер какой-то, фибра какая-то, какой-то полиэстер. Ну, кожезаменитель, в общем. Ну вот. Такие вот моя новая красотка. Слушайте, она выглядит просто шикарно. Очень-очень красиво. Ну что, вот она моя сумочка. Красавица моя. У меня Полен, я пропустила какой-то номер. Номер 12. Номер 12 помню. У меня Полен номер 12 в обыкновенном размере. У них также есть размер мини. У меня в цвете тауп. Цвет тауп абсолютно идентичный тому цвету, который я купила свою номер 1. Выглядит по-разному, слушайте. Ну-ка. Давайте так. Да, просто цвет падает по-другому как-то свет.
В общем, одна и та же кожа, зернистая кожа, по-моему, это телячья кожа, то ли испанская, то ли итальянская, по-моему, итальянская. Как обычно, я начну с доставки. Кто из вас не знает, я живу в Израиле. В Израиле все, что мы покупаем, свыше $75 облагается местным НДС 17%. Сумка стоила свыше $75, поэтому мне за нее пришлось заплатить дополнительные 17% НДС. Сумка посылалась ко мне DHL Express, доставка стоила по миру 20 евро. И помимо всего этого есть пошлины DHL конкретно в Израиле, потому что в Израиле DHL делает за вас всю работу, оно как бы освобождает от всех этих налоговых штучек, само все делает, поэтому за это вы тоже платите какие-то там деньги, тоже выходит, по-моему, около 20 евро. Вот. Это по поводу доставки, но я думаю, что каждый раз, когда я вам распаковываю сумку, я вам это расскажу, почему мне сильно чешется ухо, кто обо мне говорит. Вот. Я давно вообще хотела сумку Tote, давно. Это все началось, знаете, когда последний раз летела в Ригу, это было 2 месяца назад. Я была своим рюкзаком Longchamp, который я просто обожаю. И я поняла, что все-таки, когда ты летаешь, и тебе нужно снимать этот рюкзак, доставать твои вещи, обратно их складывать, класть на личное, вот этот вот, когда тебя лично проверяют, потом опять одеваешь, потом паспортный контроль, потом опять что-то это еще. В общем, я поняла, что рюкзак, в принципе, не очень удобно. Что-то удобнее здесь, когда это как-то на тебе, быстро открыл, быстро проложил, быстро открыл, быстро положил. Я подумала, что мне нужна сумка Tote. Я вообще свою покупку сумки Tote начала как раз-таки также с Longchamp. Если вы помните, я купила себе Longchamp Le Pliage Large. Да, это называется Le Pliage Shopping. Модель de pose. Вот, в общем, я себе купила большую Large, я с ней походила и решила, что она классная, и я хочу такую кожаную. Кто еще меня вдохновил? Это моя любимая Оля, моя подруга Оля. Ссылка на Олин канал будет здесь. Здесь. А у нее есть классное видео с ее сумками. И у нее есть сумка Tote Louis Vuitton. И в последний раз, когда мы с ней вместе ездили в Тель-Авив гулять, я думаю, нужна мне тоже Tote какая-то вот такая вот классная. Тогда я купила Longchamp, и потом я решила, что я хочу кожаную. Но, зная мой характер, зная мои предпочтения, вкусовые предпочтения, я искала что-то не как шопер стандартный, не шопер квадратный стандартный, а что-то более такое женственное, с какими-то курви, углами, в общем, короче, не знаю, что искала что-то другое. Кто меня знает, то знает, что я люблю другое, не как у всех. Вот, и моя инстаграмная ютуберская подруга Оля, другая Оля, кинула мне эту сумку и сказала: присмотрись, у нас с тобой похожие вкусы, посмотри. Или даже, может быть, она мне говорила, посмотри, или она написала, я такую хочу. В общем, я посмотрела на эту сумку и думаю, блин, посмотрю я про нее обзоры. И, в общем, начала смотреть про нее обзоры и поняла, что, наверное, это то, что я ищу. Так что, Оля, спасибо, с тебя все началось. Вот. Давайте смотреть. Значит, сумка. Она большая. Она у меня по размерам, она где-то в длину около 30 сантиметров, в ширину, у нее две ширины есть, одна ширина примерно 35, вторая ширина где-то около 50 сантиметров, и в глубину, она стандартная такая, наверное, сантиметров 10, наверное, глубины. У нее есть маленькие ручки, и также есть большие ручки через плечо. Я уже целую неделю хожу с этими большими ручками, да, через плечо вот так, и могу сказать, что если вы идете с детьми, с двумя детьми, которые бегают, прыгают, куда-то залазят все время, то ручка одна будет постоянно падать. По крайней мере, у меня она падает. Если я несу еще дополнительные сетки с собой какие-то с магазина или откуда-то, тоже падает. Так что учтите. Но, в принципе, это не мешает. В принципе, удобно, но вот падает вот это вот. В принципе, сумку можно носить вот так тоже. Господи, не так. Вот так. Кто любит, я этого не люблю. Но когда с машины, например, достаю, то за вот этими ручками я пользуюсь. То есть это комфортно, что есть дополнительные ручки. Хотя, как дизайн того, как это выглядит на мне, когда я хожу с длинными ручками, мне не нравится, что они торчат. Не очень мне это нравится, но не мешает. Здесь снизу вы можете видеть лого самой марки Polène. Сумка может выглядеть таким вот образом. Или вот также вот эти вот концы можно открыть. Здесь есть магниты. И вот так вот можно замагнитить их. И носить вот таким вот образом, что мне это очень нравится. Мне нравится, что она может быть и так, и так. Это почему я выбирала, но вот сейчас она переполнена, и магниты это не держат. Лептоп 13-14 инчей сюда вполне входит, 15 будет выглядывать из сумки.
Я положила свой лэптоп, и вполне можно сумку закрыть. Тут также есть кнопка, которой можно сумку закрыть. И тогда она будет вот в таком вот закрытом виде. Лэптоп у меня 13 инчей, вполне влез. Потом здесь, как обычно, сейчас она, наверное, хорошо закроется именно лодочкой. Эти магнитики, они хорошие, но не очень. Вот видите, здесь эти магниты, да, вот они внутренние. И они, в принципе, вот так. С этой стороны тоже. И здесь, кстати, есть по бокам вот такие вот застежка. Назовем это застежка. Но она используется больше как дизайнерская штука, которая вот так вот висит. Мне это очень нравится. Мне нравится. Мне кажется, это ей придает абсолютного шика. Но вот в этом здесь она не хочет, слушайте, замагнитиваться. Ну вот. Так, что у меня лежит в сумке? Как обычно, моя косметичка с ерундой. Мой кошелек. Моя ключница. Мои очки. А внутри она сделана под замшу, но, насколько я поняла, это не замша, это такая дуофибра, что это хорошо, потому что если есть пятна, то эти пятна можно протирать влажной салфеткой. У меня были уже где-то пятна, я их протирала. Хотя нет, я вижу, что есть пятно. В общем, я их протирала, где-то протирала пятно, и оно сходило. Также внутри идет дополнительный вот такой пауч, который здесь вот таким вот образом пристегнут. Пристегнут очень интересной системой. Я постараюсь вам как-то это показать. Я такого никогда не видела. Смотрите, как он пристегнут. Видите, здесь вот это вот как-то туда залезается, и вот как-то так заходит. Его можно снять и носить просто как в пауче. Он у меня находится внутри, что удобно. Я хожу с ним, и в этот пауч у меня здесь есть внутри, кстати, здесь держу 2 помады, чтобы они по сумке не бегали, свою зарядку, и там еще бумажки, но также сюда прелестно входит телефон. И вот здесь я его держу. Если у вас нету кошелька, но у вас есть карт-холдер, я свой сейчас не принесла, то он также сюда прелестно войдет. То есть, понимаете, да? Выполнен он то же самое, как и сумка. На замке, внутри это дуофибра. И его можно снять и закрыть вот здесь. Тут есть дырочка, и тогда можно как на руку. Просто с ним ходить, на руке он будет у вас. Сумка сделана так, что здесь у нее есть плоская поверхность, на которую мы ставим. Ножек, как вы видите, здесь нету, к сожалению. Очень жалко, что здесь нету ножек, потому что могли бы они вполне быть, так как они есть вот на вот этой маленькой. Я не понимаю, почему здесь нет ножек. Ой, я сейчас обратила внимание. Смотрите, что обратила внимание. Я с вами разговариваю. Смотрите. У меня вылезла нитка. Вот так. Знаете, вылезла нитка, это случилось? Ой, она полностью вылезла. Она полностью вылезла. Блин, я не терпеть не могу вот эту хрень, когда такое происходит. Ну вот он, пожалуйста. Пока с вами разговаривала. Вот, пока с вами разговаривала, вылезла нитка. Что это значит, не знаю. Можно, наверное, самим прошить. Это не такая драматическая драма. Но я обращусь в службу поддержки, и мы узнаем, что есть им мне сказать. В принципе, это не так страшно. Это 2 ниточки. Можно взять нитку такого же цвета и просто самим аккуратненько это, прошить, потому что здесь есть дырка. Но, конечно, очень печально, что это так произошло прямо на ваших глазах. Вот, ладно, давайте дальше смотреть. Здесь вот эти вот шнурки, шнурки. Их можно как-то открыть. Я этого не пробовала еще делать. С 2 сторон. Они легко открываются. И вот так вот позакрывать. Ну, вот как-то так. Что еще? Вроде все, что вам показать, что хотела вам показать, я показала. Если вы еще какие-то вопросы, спрашиваете. По поводу качества. Она, в принципе, кожа. Говорят, что она качественная, как вы видели. Пошив, видимо, не очень качественный. Но я не знаю, если честно, это именно нитка. Не знаю.
Я не буду прямо вот так вот скашивать, что вся сумка плохого качества, потому что везде сумка пошита очень хорошо. И именно здесь это отвалилось, проблемка, но придется мне найти какие-то нитки, которые смогут починить. Я обязательно напишу в службу клиента и посмотрим, что они мне ответят. Мне очень нравится носить сумку именно вот в таком виде. Ее магнитик посередине достаточно классно магнитится и хорошо держится. Кстати, даже то, что это отвалилось, это не особо влияет на качество держания сумки. Вы знаете, как это прошито, интересно? Я знаю, почему это не влияет, потому что оно внутри прошито. Смотрите, оно, в принципе, не будет мне особо мешать, потому что вот здесь все это дело прошито, и поэтому то, что это отвалилось здесь, мешать как бы не будет. Ну что, пошлите померим это на мне и посмотрим, как это и что это. И потом я буду сидеть и плакать, почему эта нитка отвалилась. Ну что, давайте попробуем. Я вам покажу, как я ее буду носить. В общем, сумка выглядит вот так, достаточно большая. Хотя, хочу сказать, отметить, что я не сказала в обзоре. Я бы ее в поездке не брала. Мне кажется, что эта сумка не для поездок. Все-таки моя Longchamp, которую я купила, она для поездок тип-топ, а это все-таки, наверное, нет. Почему? Ну, потому что она более такая сумка женственная на каждый день, именно на работу. В поездке, я думаю, что в ней недостаточно места, несмотря на ее размеры, все-таки ее дизайн забирает в ней место, понимаете? Но на каждый день, как сумка, не знаю, там какие-то покупки засунут, с детьми какие-то игрушки, она самое то. Значит, я хожу с ней, собственно, на плече. Как-то вот так. Это мой видон. Можно, видите, вот эти ручки, то, что я вам сказала, мне не очень нравится, как эти ручки выглядят. Я бы, наверное, предпочла, что их не было бы, но их можно засунуть внутрь, если очень попытаться. И вообще ее дизайн сделан так, что можно их перешить и их убрать. Но мы этого делать не будем, конечно же. Как я вам говорила, вот это вот, видите, даже сейчас видно, что она соскальзывает. Доставать сумки что-либо удобно. Телефон отсюда я его держу в руках. Но вот здесь вот, когда он лежит, удобно доставать, да. Можно сделать сумку побольше. Тогда она будет выглядеть как-то так. В принципе, на каждый день меня она очень устраивает. Мне очень нравится, как она выглядит. И мне кажется, что она подходит. Сейчас она подходит с моей обувью. Но вот вчера именно так я ходила на работу. Хотела вам показать, вчера не успела, но думаю, сегодня сниму. Вот за счет этих сгибов, да, она забирает внутри немного места. Ну вот опять, видите, лямка падает. Еще один лук моего гардероба. Я хочу, чтобы вы поняли, почему я выбрала этот цвет. Потому что краски моего гардероба как раз соответствуют такому цвету, да. Я очень долго думала между камель и этим цветом и поняла, что все-таки, поскольку я холодный подтон, у меня больше серого. И даже сейчас, смотря по обуви своей, понимаю, что вот этот цвет, он доминирует в моем гардеробе. Я одела просто такое платье. Как бы я сейчас вышла, да. Сейчас у нас на улице такое лето, осень, зима. Непонятно, что у нас вообще происходит. Вообще у нас еще лето-осень, что типа того. Вот такие вот у меня есть балетки, которые немножко в тон темнее, но, anyways, они подходят с этой сумкой, как мне кажется. Ну, в общем, она такая, знаете, рабочая лошадка. Я ее купила в роли рабочей лошадки. Очень хочется, чтобы она все-таки держалась подольше. Еще, наверное, хочу сказать, что вот эти вот шнурочки, я не знаю, как это объяснить. Я, наверное, вот так вот через закрывать не буду, конечно. Как это можно закрывать, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Все-таки удобно, что вот она вот такая вот открытая. Подумала, решила, что джинсовка, наверное, сюда правильнее всего. Так, мы берем сумку. Ну и вот... Даже с джинсовкой как-то так она выглядит хорошо. Мне нравится. И аутфит этот мне нравится. Товарищи гости, эксперимент. В общем, я осталась в этом же платье. Одела пальто. Одела кроссовки и сумка. В общем, одно не в тему к другому, но как-то так. Вообще, мне кажется, что... Мне нужно светлое пальто, срочно причем. Ну да, может быть, сюда она не лучший вариант, но, в принципе, я бы так ходила. Мне это не мешает. Очень контрастно, наверное, к пальто все-таки.
Ну да. Зато с красочами мне нравится, прям не могу. Я делала еще платье, которое, может быть, выглядит кому-то праздничным, но оно повседневное. Единственное, что оно очень-очень длинное. Я осталась в кроссовках, я их не снимала, потому что в них очень удобно. Немножко оно длинное, нужно его укоротить, по-моему. И также с этой сумкой, по-моему, очень хорошо. Мне нравится. Ну вот, мы оделись немножко потеплее, потому что все-таки все равно осень, как-никакая. И я делала вот такой вот кардиган. Я вам говорила, что у меня есть такие пару кардиганов. И темный, и светлый от Манго, что они очень-очень удачные. Ну вот и сумка на этом плане немножко съедается. Ну да. Что вам сказать? Немножко съедается, может быть, она не самая. Я сейчас на нее смотрю, если с прошлой сумкой я делала аутфиты и думаю, круто. С этой я смотрю и думаю, может быть, она немножечко съедается. Ну что, и последний лук, который я сегодня померю, тельняшка. Черные джинсы. Сумка. Ну вот как-то так. Думаю, саму идею тауповой сумки вы поняли. Да, вполне сюда могла бы подойти. Другая сумка еще принесла даже джинсовую куртку черную. Ну, не знаю, хочется мне одевать ее или нет. Ну вот, как-то так. Вполне. Очень такой базовый лук. Стандартные джинсы. Кого интересно, почему я не одеваю джинсы. Часто во всех своих луках я не очень люблю штаны вообще. Поэтому вы редко видите меня в штанах. Тут прямо, если одеваю свою джинсовую куртку, прям как незадуманный костюм. Ну вот, тоже как-то так. Мне нравится. Я люблю этот цвет. Мне лично нравится. Усю. На этом наши луки на сегодня заканчиваются. Ну что, дорогие мои, это все, что я вам хотела сегодня показать. В принципе, я очень довольна этой покупкой. Мне нравится, как эта сумка на мне выглядит. Мне нравится этот цвет. Я думаю, что этот цвет очень комплиментирует моему гардеробу. Я немножко обломалась, что вот эта вот нитка вылезла, если честно. Это такой минус. И еще хочу сказать, что, по-моему, цены на эти сумки поднялись, потому что я сейчас посмотрела, сколько моя сумка стоит, особенно маленькая, она, по-моему, поднялась на 40 евро, если не ошибаюсь. Это уже дороговато. Ну вот, да, такой обломчик у меня произошел лайв, не просто так мой канал называется лайв с ниткой, но вот, чтобы вы знали, все за и против. Но, в принципе, как сумка выглядит, как она работает на мне, как и мне с ней ходится. Она, кстати, я вам не сказала, сколько она весит. Она весит около килограмма, примерно грамм 800-900. Мне нравится, что эта сумка очень-очень лаконичная. Все, я буду с вами прощаться. У меня сегодня немножечко получился такой обзор непонятный, потому что я немножко устала, но я сказала, что я обязательно это видео сниму, потому что я обещала, и мне хочется его снять. В любом случае, надеюсь, вам было интересно. Жду ваших комментариев, и мы с вами будем прощаться. Сделать вам маленький апдейт. Я написала в Полен по поводу того, что сфоткала, написала, что вот порвалась там ниточка. Написала им в Инстаграм, они мне сразу ответили, напишите имейл. Ну, имейл я уже написала и в Инстаграм, и имейл одновременно. И сейчас они мне прислали письмо, что... Ну, в общем, они там сначала очень извинялись, потом написали, что, конечно же, качество продукта у них на первом месте. И они написали мой адрес и сказали, чтобы я им написала время, когда я готова, чтобы приехал курьер, забрал мою сумку, отправила им обратно. Они на своей фабрике ее починят и вернут мне ее обратно. Все за бесплатно. Вопрос, если из этой ниточки я сейчас буду делать весь этот тарарам. Нужно подумать.